Леонид Вандерфото здесь, в этой майке. А что это значит? Это значит, что у нас хроники пленочного выживания. Давно не виделись, мне кажется, уже прошло полгода, а может и больше. И о чем мы сегодня поговорим? Ну, конечно же, о пленочном рынке, о состоянии вообще фотобизнеса в России, какие планы, какие мысли, что произошло, что может произойти. В общем, не будем тянуть, погнали. Вначале мы, как всегда, начинаем с нашей любимой рубрики «Сколько денег заработал магазин Вандерфото?». И я, как обычно, скажу, что мы ничего нифига не зарабатываем, кроме, конечно же, декабря. В декабре мы действительно заработали, и что-то мы заработали в январе. Февраль, март и апрель, мне кажется, вот за всю историю магазина это самые худшие месяцы вообще, которые были быть. Вот. В общем, короче, все было очень печально, очень плохо. И, ну, не только у меня, не только в магазине Вандерфото, да, понимаете, я общаюсь с людьми, до сих пор общаюсь со многими фотолабораториями, со многими фотомагазинами, причем фотопоставщиками, то есть, ну, не только с финальной продажи, да, а с теми, кто делает поставки. Я спрашиваю у них: ребят, как дела там? И все вот мне отвечают: что-то, я делаю общую компоновку и понимаю, что вот так. В общем, о причинах этого движения мы поговорим позже. Сейчас могу сказать, что пока мы где-то все еще болтаемся около нуля, потому что какие-то товары, которые сейчас не продаются, были заменены на те, что продаются. Очень много продаж ушло в Озон, и это как бы вытягивает магазин на существование. Вот. Поэтому надеемся, что в этом году мы все еще будем зарабатывать, либо плясать около нуля, либо зарабатывать, и от этого как бы все будет строиться. Вы спросите, а зачем вообще содержать магазин, который ничего не зарабатывает? А здесь, ребят, очень простой ответ. Есть такое слово, как оборот, и, кстати, очень много бизнесов вообще в мире основано на этом. Кстати, например, тот же бизнес Озона, если вы не знали, он до сих пор убыточный, да, он работает, он крутит бабки, принимает там деньги инвесторов, у Вандерфото инвесторов нет, но деньги крутятся, то есть у нас есть очень большое количество товаров, которые до сих пор не проданы за последние даже 3 года, то есть запасов было, ну, вот слишком много. И если я продаю что-то, я забираю, там, не знаю, продаю что-то за 10 тысяч рублей, я эти 10 тысяч рублей забираю, из них я зарабатываю там, ну, реальную зарабатываю чисто 1009, они мои были там, да, ну, там еще налоги и так далее. Короче, какая-то часть денег вложенных, она была моя уже давно. То есть это как бы мои деньги вложенные. Я забираю эти деньги. То есть если магазин взять и закрыть сегодня, то где я продам все, что у меня есть? Ну, как бы на Авито, сколько лет это будет продаваться на Авито, да, там, другим фотолабораториям, за почем они это купят, тоже вопрос, да, а купят ли это они, а у нас, знаете, много всякого, ну, хлама, можно сказать, есть хорошие вещи, есть плохие, а есть хлам, например, там, какая-нибудь ручка для среднеформатной камеры Киев. Кто ее купит? Ну, как бы эти вещи годами лежат, то есть как они нам попали, я сам иногда удивляюсь. Какие-нибудь фильтры на объективы, какие-то там микроштативы. Ну, то есть много вещей, на самом деле, микромелочи, которые стоят на самом деле денег, и не 10 рублей, она может там доходить до миллионов рублей, но просто это очень точный товар. И он может 3 года лежать, а на 4-й и его купили. И такое бывало с кучей товаров. Та же самая история с донорами. У нас было очень много доноров ящиками, и они были никогда никому не нужны. Ну, их раньше все вообще выкидывали. Мне всегда было жалко, мы их использовали там какие-то запчасти и хранили. Сейчас очень многие доноры камер просто вот там ставишь за 500 рублей, и его как пирожок горячий забирают. То есть, понимаете, да, то есть раньше это стоило ничего, сейчас что? Ты у нас вот этих доноров там коробками. И такие вот вещи, они по чуть-чуть, ну, распродаются, и это очень важный момент. Вот, ну что ж, перейдем, наверное, к новостям. Что произошло за последние полгода на фоторынке? Ну, наверное, все уже знают, это давно не новость. Фотолаборатория «Среда» прекратила свое существование. Точнее, она существует в рамках яркого мира, но я бы сказал, что это далеко уже не «Среда». Что же произошло? Ну, собственно, где-то в апреле месяце, по-моему, в конце марта вышла новость, что «Среда» ищет покупателя, либо кто выкупит все, либо кто купит только ее там, по частям, короче, оборудование, товары и так далее. Принимала предложение, и вот компания «Яркий мир», это большой гигант из Санкт-Петербурга, выкупил все. И что он сделал? Он закрыл точку, где находилась «Среда», переместил маленький там стендик со «Средой» к себе, по-моему, называется «Фотопро», я могу ошибаться. Короче, где-то в районе Савеловской там уже была выкуплена другая старая фотолаборатория, тоже «Ярким миром» несколько лет назад, и туда они запихнули и в «Среду», и теперь ты приходишь, заходишь типа в «Яркий мир», и там в уголке типа «Среда». Но вы же понимаете, и я понимаю, и все понимают, что это что-то не то, да, это уже не «Среда»,
И просто была выкуплена вся эта история, ну, на мой взгляд, опять же, ради оборудования. То есть, да, действительно, Яркий Мир получил много классного, хорошего рабочего оборудования. Но сам бренд «Среда», как бы, он был все равно, как и Вандерфот, основан частично на личности владельца, частично на атмосфере, на кафешке, которая там была, на людях, которые там работали. Я думаю, что это все, ну, будет угасать. Ну, люди будут приходить туда, видеть, что это, что осталось от «Среды», это маленькая стойка, и их будет меньше, меньше, меньше. Именно новые, может быть, клиенты, старые, мне кажется, рассеются. Ну и надо поговорить вообще о первопричинах этой истории, почему же, что случилось со «Средой». Ну, если так на рынке все хорошо, как говорят некоторые наши конкуренты, что все прекрасно, рынок растет, вау, вообще все супер, а тут закрывается один из самых больших игроков на рынке. То есть, ну, на рынке по проявке фотопленки, ну и продажи, кстати, тоже. «Среда» была там в топ-3. «Среда», там «Точка цвета», допустим, даже не знаю, кого еще назвать. Третьим, вот за третье место уже конкуренция там супер огромная. Если взять в совокупе по проявке, может быть перспектива. По продаже камер однозначно Вандерфото. А по продаже фотопленки здесь уже вообще хрен поймешь, на самом деле, кто мог быть даже на третьем месте. Вообще непонятно. В общем, представьте, что давайте так, из 10 больших игроков закрылся. Почему, да, если все хорошо? Ну, наверное, значит, не все так хорошо. И я об этом говорю много лет во многих своих видео, что, ну, становится ситуация не очень на рынке, да, для поставки, продажи и так далее. Но, конечно, главный удар, ну, на мой взгляд, пришелся по продаже фотопленки. Это то, что все ушло в Озон и Валберес, и в Авито, например. То есть это, конечно, опять же, повторение того, что я много раз говорил, в какой-то момент все стали возить товары, продавать их через Озон. Сейчас миллион продавцов просто, которые возят эту пленку. Причем с учетом того, что сейчас таможенный лимит $200, я не понимаю, как они опять же много возят. Цены супер низкие. И, ну, ты можешь купить любую пленку на Озоне дешевле, чем в офлайн-магазине. Так зачем тебе тогда офлайн-магазин? Ну, как бы, да. Продажи пленки по статистике Вандерфот упали где-то, блядь, не знаю, на 99%. То есть 99% фотопленки у нас продается на Озоне. И 1% там оставшийся в магазине. Окей, может там плюс-минус 5% я приврал, но это не меняет сути. То есть все покупается на Озоне, потому что там бесплатная доставка до пункта выдачи и так далее. Зарабатываем ли мы на этом, как магазин, да, продающий фотопленку? Да не особо. То есть какие-то пленки у нас есть, какое-то конкурентное преимущество, там, намотки, например, еще, да, например, по какой-нибудь пленке кодек 200, да хрен там, да, то есть мы это выставляем, мы платим комиссию Озон, и получается, что мы зарабатываем либо вообще 0, либо там, не знаю, 50 рублей. Вот, тогда скажете, почему там торгуешь, ну, надо продавать, опять же, это оборот, это сток, это остаток, но поверьте мне, когда я что-то продаю окончательно, я это больше стараюсь не заказывать, как минимум в таких объемах. Если у меня было где-то в районе 10 тысяч катушек только кодега на начало 2022 года, то сейчас у меня около меньше 2000 осталось. То есть 8 тысяч все продано и не пополнились. То есть я их не купил снова. И опять же, еще одна причина, почему мы не покупаем товар снова, это, ну, нестабильность рынка, курс. Потому что сегодня ты купил по 100 рублей за доллар, ты купил пленку, завтра курс стал типа 90, ты такой, ну ладно, типа я еще что-то зарабатываю там или почти в нуле. Послезавтра он 80, и миллион барыг накупает эту пленку в Китае по 80, привозит, выставляет на Озон, и ты не конкурируешь с ними, ты не можешь с ними конкурировать, понимаете? Мы же не можем каждый день возить по 10 катушек пленки, ну, нам это как магазину, это не рентабельно, это, ну, как бы это глупо и неудобно. А маленькие ребятки, которые продают на Озоне там через свою ИПшечку, они могут привезти там каждый день на каждого родственника заказать по 10-20 катушек, привезти и продавать их. Для них там 100 рублей, там 100 рублей, вот они на этом и живут. И если бы такой человек был один, да, а когда таких людей, ну, типа сотни, и они еще конкурируют друг с другом на Озоне там и на Валберес по цене, ставят на рубль, на 2, на 10, на 50 дешевле, чтобы быть на первом месте, но с таким невозможно конкурировать. И поэтому это нестабильность. И то есть, например, если я купил что-то полгода назад, сейчас весь мой товар, купленный полгода назад, в минусе, в убытке. То есть, если я его продам, я получу убыток. То есть, что мне остается? Ну, либо его вообще не продавать, либо продавать дороже, да, то есть, я его продаю дороже, но понятно, что никто его не покупает. И вы скажете, ну да, это честная конкуренция. Ну, это не особо как бы такая классическая честная конкуренция. То есть, те люди привезли все эти товары в серую, это первое, да. Это уже, ну, уже не конкурентная игра. Ну, понятно, в серую, во-вторых, на 20 там родственников, да, это, ну, не выглядит такой конкурентной историей.
И многие, например, если вы покупаете на Авито, мы же понимаем, что там никто не платит налоги. И очевидно, что там вообще типа полный хаос и коллапс. Вот. Так возвращаемся к среде, и мы понимаем, что на примере Вандерфота наверняка у среды произошла тоже такая ситуация. Ну, я уверен, что у среды сильно-сильно просели продажи пленки. У них их пленка не была самой дешевой. Это 100% я могу сказать. Ну, кто смотрел там на сайтах и на озонах, вы понимаете, не была у них пленка дешевой. То есть у них как бы, ну, пленка была тоже каким-то процентом продаж, а возможно там 30%, 40%, 50% всего оборота. То есть они вылетели в этом позиции, остается проявка. Проявка, ну, вроде как пленку-то все равно покупают. Если покупают на Озоне, проявить-то на Озоне ее не могут, значит, они все равно пойдут в фотолабораторию. Но конкуренция тоже среди фотолабораторий, она, ну, растет на самом-то деле. Там точка там достаточно так нехило расширилась, да, до начала всех событий. Там сколько у них, 5 точек, что ли. Вот, а среда, ну, условно, она всего одна. Не забывайте, закрыли вообще все варианты маркетинга. В Питере пооткрывалась фотолаборатория, если кто-то отсылал с других городов, в разных городах пооткрывались фотолаборатории. Какое-то, ну, реальное безумие происходит. Плюс, ну, оборудование ломается, оборудование на рынке уже больше не становится, оно сильно подорожало. Очень много рукастых мастеров, которые чинят оборудование, которые, не знаю, ремонтируют камеры, все поуезжали, их нету просто, ну, то есть стало сложнее. Например, если у нас есть какая-нибудь камера, и она сломалась, раньше я мог ее, ну, спокойно починить у своего мастера, у знакомых мастеров. Сейчас я даже не могу банально это сделать. А если я найду какого-то мастера, он залупит такую цену, что, скорее всего, и сроки, то это будет дороже, чем стоимость самой камеры. Оно мне надо? Мне нет. Спасибо, ну, как бы, я так не играю. Вот. В общем, что? Какие выводы из всего этого монолога безумия? Мне кажется, что среда все равно, ну, не выдержала этого давления. Возможно, они начали выходить, уже спускаться по заработку ближе к нулю и подумали, ну, а нахера нам дальше это? Вот. Какие-то внутренние конфликты я не буду обсуждать. Суть в том, что, ну, мне кажется, что, типа, это была уже последняя точка кипения, когда надо закрываться. Причем, знаете, главное уйти победителем. И это тоже очень важный момент, потому что они не ушли там и сказали, мы банкроты, чуваки, спасайте там и так далее. Они ушли на пике, ну как бы они на пике рынка заработали свои бабки, и когда рынок пошел ко дну, они вовремя выскочили. И вы спросите, да, скажете мне, да ты что, вовремя, сейчас рынок вообще развивается, прет. Нет, ребята, как раз сейчас рынок в полной жопе, в полнейшей заднице, и я думаю, что как раз вот сейчас кто раньше и удачнее выскочит из него, тот будет победителем. Кстати, вот, например, есть такая интересная история про фотолабораторию Луч, очень известная. У них были в свое время, буквально год назад, проблемы с деньгами. Кто-то там кого-то у них обманул, и у них был долг что-то, ну, опять же, по слухам, я не знаю точно прям вот циферки, да, что-то там в районе 300 тысяч рублей была проблема у лаборатории, они там писали у себя даже в Инстаграме, что вот купите наши сертификаты, мы там на грани банкротства, тыры-пыры, вот, 300 тысяч рублей, Москва, фотолаборатория в центре Москвы, хочет закрываться, ну, это же несерьезно, да? То есть мы понимаем, на каких оборотах существует данная фотолаборатория, ну, то есть на нулях. Ну, просто, ну, бизнес в Москве в 25-м году, в 24-м, это не 300 тысяч рублей, там, ну, большие циферки, большие суммы, вот, в обороте товара, там, во всем, да, то есть, ну, на 300 тысяч ты особо не живешь, поэтому я к тому, что плачевное положение и у многих игроков, на самом деле, просто все держатся вот на надежде, вере, и сейчас держатся на надежде того, что среда закрылась, и их клиенты куда-то потекут. Кстати, вот вы спросите, а потекли ли к нам клиенты? На что я, кстати, тоже немного рассчитывал, думал, ну, может, там, не знаю, сколько, 1000 человек в месяц там у среды, может там 5000 человек в месяц у среды проявляют пленку. Можно катушками считать, 5000 катушек. В последнее время статистику никто не выкладывал, поэтому я не знаю. Раньше была статистика, что и 10 тысяч. Вот. Ну, то есть, если они закрылись, и каждому перепадет хотя бы там по процентику, даже по 2 процентика там, ну, должно приток быть людей, да, и у нас в магазине. А этого не произошло. И здесь опять же вопрос, а куда делись эти люди? Ну что, они пошли в яркий мир, который типа выкупил среду? Да не уверен я в этом. А куда они делись? Все пошли в точку света, а почему они ее выбрали только именно ее, да? Почему? Ну, как бы очевидно, что не все знают, там, кто как проявляет, кто как делает, кто что делает, и всем бы досталось, ну, всем. Досталось бы каждому, там, не знаю, по 100 клиентов, допустим. Ну, нет этого. То есть я звонил и говорю, там, привет, у тебя как дела, там, у тебя есть изменения, тыры? Мне говорят, нет, типа, ничего не видно, непонятно. Вот. Так что, ну,
Возможно, среда сгорела, как говорится, на пике славы, либо я был неправ, как всегда, как уже третий год я не прав, и мы это узнаем позже. Вот. А что еще происходит на пленочном рынке? Во-первых, ну вообще в мировом. Давайте в мировом масштабе поговорим. Выходит камера, и в последнее время, кстати, на удивление их достаточно много выходит. Стартапы, они прям как орешки. Каждая компания что-то объявляет. Вот мы выпускаем там задник, вот мы выпускаем такую-то камеру, вот мы выпускаем такую-то камеру, и они все пленочные там почти, и какие-то там цифровые, и все новое. Но проблема в том, что, во-первых, все дорогое. Ну, реально дорогое. Ну, то есть, какая-нибудь там пленочная камера Pentax, там 50 тысяч рублей, допустим, да, какая-нибудь какой-нибудь там задник, не знаю, там 40 тысяч рублей, там $1000 Polaroid там выпустил, да, и ну как-то дорого, не кажется ли вам? Ну, если вы хотите делать какой-то прикольный масс-маркет, надо удешевлять, а все делается, все типа новое, классно, но дороже, вот. И, как вы заметили, очень многие новинки перестали попадать в Россию, их просто нет. Ну, может быть, есть у какого-нибудь барыги с Авито там одна штучка, и то он пишет «привезу под заказ по предоплате», но это же несерьезно, да, то есть на наш рынок вообще эти новинки не попадают. Ну, во-первых, почему? Нет никаких представительств больше, да, брендов. Ну, то есть та же компания Fujifilm Instax супер там в России продавала тоннами свои камеры, вот эти, везде они продавались налево-направо, супер продажи были, ну, особенно в начале, когда они появились. Сейчас, ну, мне кажется, вообще ни хера не продается. И новые камеры, которые они производят, они на рынке, ну, в очень маленьком количестве появляются. И никто их массово не возит, потому что все боятся, спрос отсутствует, всегда найдется, кто продаст дешевле. Вот мне, например, есть там камера Instax Square, нет, Instax White Evo называется. Вот, вышла она, по-моему, уже как месяца так 4 назад. Сколько вы видели их в фотомагазинах в продаже? Я видел только у 3 барыг на Озоне, из них один в Москве и 3 на Авито. Остальные из Китая. Но из Китая, если вы закажете, вы попадете на таможню, потому что она стоит дороже, чем 40 штук. И как бы вас будут там драть, и вы все равно заплатите комиссию, это все равно будет дороже. Или ждать долго. Это, короче, не очень выгодная история, не очень приятная. Вот, поэтому, ну, как бы, что мешает кому-то взять, растаможить эту камеру, привезти там оптом, не знаю, 100 камер. Раньше возили же тысячами. А никто этого не делает. Ну, потому что никто не уверен, что это продастся. Кому они нахрен нужны за такие деньги? И более того, они еще сломаются. Как их чинить? Раньше Fuji привез, растаможил, ты у него купил, сломалось, отдал. Понимаете? Сейчас сломалось, ты виноват. Ты виноват, минус 40 тысяч. Не будешь же ты ее чинить, ты не знаешь, как ее чинить, ни один мастер не знает, как ее чинить. Более того, эти камеры так сделаны, что хер ты ее починишь. Абсурд совершенный, да, то есть и раньше-то они были нечинибельны, ну, Fuji такая была большая, крупная компания, они все это брали на себя, и я уверен, что никто никогда у них ничего не чинил, они просто их там, не знаю, на складе складировали или их просто выкидывали. Ни разу не слышал, ни через какие свои каналы, что Fujifilm чинит сломанные Instax'ы. Да, если мы говорим про камеры там цифровые, Fuji X там Pro, какие-то тыры, да, наверное, чинит, но там и цена вопроса совсем другая, согласитесь. А когда это какая-то Instax пластмассовая херня за там 30, 40, 50, 100 долларов, ну, нет смысла даже, затраты мастера даже не окупится. Там еще вскроешь ее, там она вся разлетится, потому что все из пластмассы. Вот. Не возят, короче, новинки в Россию. Это стало невыгодно, это стало неинтересно. И неинтересно их продвигать. Раньше там Fuji продвигали. Ну, они привозили, они продвигали. Везде в городе были плакаты, реклама, ютубы. Ну, то есть было движуха. Давали блогерам там свои камеры. Согласитесь, ну, кто помнит, было такое? Ну, было. Вот. Сейчас, окей, давайте возьмем пример. Вот я Вандерфото. Я взял денег, не знаю, там, привез 100 камер Instax и Evo White. Растаможил их, все классно, все официально. Как я их привез, это, кстати, тоже большой вопрос официально, потому что мне Fuji их не продаст, потому что в Россию они не поставляют. Хорошо, мне продаст какой-то поставщик уже дороже, то есть у меня уже цена будет такая неприятная. Это еще хер довезешь, потому что надо конкурировать с чуваками, которые возят айфоны за контейнер. Короче, цена у меня будет космическая. Вот он стоит на Авито, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Я привез его, у меня уже себестоимость 50, если не 60. Вот, но зато все официально, с кодиками, красиво, я молодец. Как мне их продать? Ну, люди голосуют по цене. Если я поставлю на Озон по 60, и даже по 60, и кто-то скажет, у меня их купят, это 60 для меня условно 0. Я ничего не зарабатываю. Я поставил по 60. Озон взял с меня комиссию 10 тысяч рублей, у меня минус 10, и я еще заплатил свои налоги 10%, то есть у меня минус 15 тысяч с этой сделки. Профит. Значит, мне надо продать эту камеру минимум за 75 тысяч, тогда я выйду в ноль. То есть я просто ничего не заработаю. Ну, уже, да?
Окей, я буду единственным монополистом по этим камерам, я такой классный, все, никто не может привезти, все там продали, распродали, я единственный владею. Ну, во-первых, кто купит за 75, люди будут открывать eBay и видеть, что она стоит в мире 400 баксов. Они умножат 400 баксов на курс, допустим, 80, который сейчас, и скажут, камера стоит 36 тысяч рублей, ты продаешь ее за 75, ты что, типа, ну, куку? Вот. Далее они скажут, ну, типа, да я сам привезу ее, то есть, да, привезти сложно, да, привезти геморно, да, там, через знакомых привезут, через каких-то байеров, шиперов, заплатят 10 тысяч сверху, но это все равно для них будет дешевле, чем купить ее у меня за 75. И даже если я дам, представляете, вложу в рекламу, сделаю какой-нибудь там супер бюджет классный, нам накидают денег, дам всем блогерам эти камеры, потрачу, кстати, тоже нехеровое количество всего, ресурсов и денег особенно. Где купит человек камеру? Он видит, классная камера, там блогер скажет, классная камера, покупайте в Андерфото. Ну, чувак зайдет, я не знаю, может быть, кто-то сейчас так и делает и скажет, раз этот блогер сказал покупать именно в Андерфото, я у него куплю. Но, скорее всего, он посмотрит цену в Андерфото, он перейдет, посмотрит цену в Андерфото и откроет это же на Озоне. И все, или на Авито, и финита ля комедия, да. Ну, нет вообще больше пиара, продвижения камер среди масс-маркета, в русского. Вот. В мировых трендах пленочные камеры действительно появляются, кто-то снимает, но вообще все переходит немного вот в цифровые камеры, дешевые бэушные цифровые камеры, которые, опять же, уже все, на вершине хайпа сейчас. Это на мой взгляд. Почему? 2 года назад я вам говорил, что мы залетаем, как в Андерфото, в последний вагон паровоза. Было такое? Перелистайте видео, ничего не удаляется. Такое было. Я там сидел на Бали, насколько я помню, в такой хижине в зеленой рубашке, И я говорил, что, ребята, ну, типа, уже нет смысла туда лезть. Действительно, мы влетели в этот вагон, мы что-то заработали. И это, кстати, одна из причин, как я забыл это слово по-русски, диверсифицировать риски, то есть пленочные перестали продаваться, вышел новый продукт, который мы продаем больше. Вот. И действительно, мы продавали цифровые камеры, ну, не скажу, что много, что прям пипец огромное количество, но продавали. И они стоили, давайте так, на Авито можно было купить камеру, ну, нормальную, рабочую, в хорошем состоянии за 1500 рублей. Это был какой-нибудь Nikon Coolpix, там S2800. 1500 рублей, прям вот уже под ключ ты ее получаешь, она хорошо выглядит, все классно. Прям проверяй, почисть, там обнули, продавай. Нет проблем, даешь свою гарантию, все, ну, как все работают. Сейчас такая камера на том же Авито от любого физлица стоит минимум 4500. Это минимум, просто минимум. И, скорее всего, там еще не будет карточки памяти, или не будет зарядки, либо будет царапка. Ну, то есть сложно найти. Перепродают их миллиард барыг, которые, я не понимаю, откуда все это берется, но вы можете найти очень много продавцов с отзывами, там 1000 плюс отзывов, 500 отзывов и так далее, которые все это перепродают там по 6, по 7, по 8. Ну, понимаете, я слишком недавно видел цену в 1,5, и мне не хочется даже покупать по 8, да даже по 4500 мне не хочется купить ее, чтобы перепродать. Я понимаю, что, ну, что-то вот на грани находится коллапса, ну, это не нормальная история. В мире действительно точно такая же история. Я общался с моими партнерами, которые работают за рубежом, в разных странах мира, чтобы вы понимали, не только страны бывшего СНГ, ну и СНГ тоже возьмем. То есть все говорят, что нет, мы продаем сейчас только цифру. Вообще, говорят, пленку не продаем, ну, не берут. Не то, что не продаем, мы продаем, но не берут. Только цифру, но и то падает спрос, и мы не можем пополнить свои запасы. Ну, они могут, у них есть деньги, но они не хотят покупать дороже. Ну, это абсурд. Конечно, будет кто-то всегда, кто будет покупать дороже, кто будет вкладываться. И это, ну, игра в последнего дурачка, да, и в конце останется барыга тоже с 1000 отзывов, но у него будет 1000 камер по 10 тысяч рублей, которые должны стоить по там, 1500. Пусть по 3, ну, как бы все равно все, инфляция, все растет. И он останется с ними один. И таких будет вот 100 барыг с 1000 отзывами, да, с 1000 камер. Вот, когда-то они все перетекут куда-то. То есть мне это неинтересно, и в какой-то момент в том году мы немножко перепрофилировали цифровую тему, мы стали продавать камеры более серьезного сегмента, то есть, ну, если все продают Coolpix вот за S2800, мы продаем какие-нибудь камеры типа Fujifilm X-A5, которые стоят уже там 40, 50, 60, 70 тысяч рублей.
Это серьезный сегмент, это камера, которую не купил и завтра не продал. Это камера, которую купил, действительно, ты уже не взял ее, не почистил ее тряпочкой, да, но так уже не работает, камера серьезная. Ты действительно провел диагностику этой камеры, ты перепроверил все режимы, то есть там, ну, много скрытых уже нюансов, да, то есть надо уже купить с хорошим пробегом, да, чтобы его либо вообще, ну, понятно, что вообще не было, нет, но там 1000, 2, 3, и то можно попасть. То есть много-много нюансов надо уже учесть, когда ты пользуешься такой техникой, и она лежит год, полгода, да, но ты уже не паришься, ты знаешь, что ты продашь ее примерно, как минимум за эти же деньги ты их всегда продашь, но на ней ты заработаешь там уже не 100%, и не 200, и не 300, ну, процентов 50 можно попробовать срубить. Вот. Главное, что ты ее можешь купить спокойно, без геморроя, да, ты не можешь, тебе не надо там каждую секунду обновлять Авито и сражаться за этот фотоаппарат. Подкрутим свет и вернемся. Стало посветлее, не правда ли? У меня тут солнце заходит. Вот пишу постоянно по вечерам. Сорян. В общем, мы стали продавать более такие серьезные камеры. Они у нас лежат дольше, и их действительно покупали. Был какой-то хороший спрос, потому что, ну, другим барыгам это было неинтересно. Слишком большие вложения, слишком долгая заморозка средств. Потом это стало интересно им тоже. Как бы, как всегда, за нашим сайтом люди очень сильно пристально следят, смотрят, что мы покупаем, что мы продаем, и что мы выставляем. Это факт, это было всегда, есть и будет. И да, все стали тоже этим заниматься, очень много стало таких людей. И у нас тоже, ну, теперь у нас стали продажи, потому что такие люди покупают эту камеру, просто там тряпкой протирают, накидывают 5000 и перепродают. Да, ее перекупает у них другой же барыга, еще 5000 еще раз перепродает, пока цена не становится какой-то уже неадекватной. Вот. Все, рынок встал, цифра встала, ну, уже неинтересно продавать. И что с этим делать? Да ничего, на самом деле, ничего. То есть у нас еще минус направления. То же самое случилось с полароидом, да. Кстати, с полароидом на интереснее даже ситуация произошла. Все возили эти кассеты до полароид прям до усрачки. С учетом того, что кассеты полароид плохие, у всех были плохие на Озоне, например, рейтинги там типа товара 3, 2, потому что кассеты, ну, полное говно, а чем дольше они едут из какого-нибудь Китая, тем хуже. И, ну, люди многие обосрались, короче, на этой истории. Но не заканчивали их возить. Их возили. Мы возили их официально, прям с завода Polaroid покупали. Все еще, потому что мы все еще официальный представитель завода в России, представляете? Мы их все еще возили, и как бы возили там в каких-то специальных условиях, в контейнерах, тыры-пыры, поэтому у нас как бы меньше было вот этих вот встрясок, химии, рентгенов и так далее. Все было, ну, покачественнее, короче говоря, хотя кассеты вроде те же самые. Но действительно Polaroid производит хуже. Каждый год, мне кажется, они становятся все хуже и хуже, эти кассеты. Я не знаю, с чем это связано. В общем, 2 года это продолжалось, и вот сейчас, наконец-то, на 3-й год, походу, многие осознали, и на том же Озоне уже эти кассеты хер ты найдешь задешево. Задешево вообще редко, мало стало людей возить, мало стало демпинговать друг с другом. Есть какие-то, да, сорвиголовы, новички, которые, ну, глупыши, да, которые опять лезут в это направление, но теперь кассеты сильно выросли в цене, неожиданно, потому что теперь никто не хочет их возить. Меня с этого направления выбили уже давно. Ну, то есть мне неинтересно этим заниматься. И только вот сейчас я стал иногда смотреть вот так вот. А здесь есть возможность немножко заработать. То есть если раньше у меня было в наличии, когда мы занимались полароидом изначально, у меня было минимальное наличие полароидных кассет 600 тысяч штук, 1000 единиц. Понимаете, да, какие объемы? И они постепенно меньше сокращались с годами. То есть сейчас мы дошли до того, что у нас в магазине не больше 10 штучек. Представляете, да? Как был уничтожен рынок просто. При том, что общие продажи, ну, они все равно, может быть, это 1000 и есть на всех в месяц, может, даже и в месяц. Вот. Но меня добили с 1000 до 10 штук. И сейчас вот только я начинаю иногда задумываться, а может быть немножко пополнить запасы, и у меня уже иногда там становится 20 в один момент, иногда 30 в один момент. Ну, то есть, да, вот такая вот игра. Но это не значит, что... Это, знаете, как упавшая акция там на дно, и у нее отскок. Называется еще отскок дохлой кошки. Вот это отскок дохлой кошки. Не будет такого, что я вернусь к показателю 1000 кассет. Я не верю, что столько людей захотят вообще в принципе пользоваться полароидом в России сейчас. Столько имеют финансовых возможностей их купить. И это вообще интересно. Ну и более того, если я вернусь и спрос увеличится, то не только я это замечу, согласитесь. Это заметит очень много количества людей, и ну, все опять начнется по новой. Поэтому, да, я могу там временно чуть-чуть больше привести, чуть-чуть больше заработать, но это все, ну не серьезно, короче говоря. Вот. Наверное, я вам рассказал неплохой бизнес-экспириенс сегодня о том, что происходит.
на рынках. В России совершенно все то же самое, такие же истории со спросом, предложением. Здесь ничего нового на самом деле нету. Какие мысли на будущее? Давайте об этом поговорим. Очень, очень коротко на самом деле. Про мировой рынок. Сейчас вообще мне непонятно, что будет. Мне непонятно, как бы, мне даже не то, что непонятно, мне очень интересно, что заменит цифровые камеры. То есть, скорее всего, будет что-то еще. То есть, вот цифровые камеры настолько подорожают, они, опять же, закончатся, это год, два, три, но это все равно произойдет. И люди что-то захотят еще, что-то нужно будет дать новое. Что это будет? Старый мобильный телефон с 0,3 мегапиксельной камерой, или, не знаю, это будет видеокамеры там вот эти кассетные, которые, кстати, вообще там беда с ними, там и кассеты мало, и оцифровки почти нет, и батарейки хер найдешь. Там это сложно. Вот с телефонами я более-менее вижу это хотя бы. Не знаю, или будет там 5-й iPhone в моде, да, снова, все будут на него снимать, что это там классно, или ведут старый фильтр Instagram, где падали листики, и все будут снимать на него, а он будет доступен только для старых андроидов. Я не знаю, но что-то будет. И вот мы смотрим и ждем, да, и хотим, конечно же, поучаствовать в этой движухе. Почему нет? И в этот раз хотелось бы поучаствовать в начале поезда, а не в самом конце. Вот, но будем действовать аккуратно. И не забываем, что до России очень многие тренды мировые доходят позже. То есть, если там что-то популярно сегодня там, в мире, в России это может быть популярно через год-два. Вот. И также не забываем вообще российские все вот эти финансовые факторы, которые очень сильно бьют по карманам людей и уменьшают спрос на товары ненужного потребления, назовем это так, это не продукт питания. И здесь вопрос еще очень сильный в экономике, кто как на нее смотрит. Вот. И в курсе доллара, опять же, да, кто как думает. Вот. Значит, магазин Вандерфота весь этот год, 2025, работает. Закрываться мы в 2025 не планируем. Но мы держим руку на пульсе и смотрим, что происходит на рынке. И сейчас мы смотрим на лето. Лето – это сезон. Как ни крути, это сезон отпусков, сезон продаж, когда люди гуляют, фотографируют. То есть летом мы будем смотреть, сколько мы заработаем денег. Вот если... можно так сказать, если и летом мы не заработаем, типа вообще, будет все вот голяк, и пленка не будет продаваться, тогда это будет очень, наверное, это уже будет такой финальный, не звонок, это будет колокол такой огромный. Вот от этого колокола я буду смотреть и думать, типа, что делать, потому что потом есть декабрь, это финал всех продаж годовых, да, там действительно можно хорошо заработать, даже если ты не хочешь, все равно заработаешь, потому что народ сметает все, не глядя и не думая. В последние 10 дней Нового года там уже везде все закончилось, и даже до тебя, даже с большой ценой, даже, не знаю, всегда до тебя что-то дойдет, волна этих страждущих подарков людей, вот. Но от этого, да, будем смотреть уже планы на 2026. Вот. Закроется ли кто-то сейчас, еще кроме нас, у меня нет такой информации, я не знаю, кто пока что думает. Если у вас есть инсайды, пишите анонимно в комментариях, пишите, не знаю, анонимно в Телеграме, будем делиться ими. Но мне кажется, что вот в этом году, полгода уже прошло, а у всех одинаковые продажи. И все фотолаборатории, фотомагазины, они примерно по сезонности одинаково продают, как и мы. Поэтому все всегда рассчитывают, все думают, что окей, мы сейчас февраль, март, апрель херовые месяцы отбили, май, сейчас мы с мая начинаются отпуска, должно пойти в рост, там июнь, июль, август, сентябрь, окей, потом мы поплачем опять там октябрь, ноябрь поплачем, и потом в декабре заработаем. Все так думают. И все если ты не закрылся уже в этом году, значит, скорее всего, до следующего года ты дотягиваешь. Я думаю, что даже среда также, возможно, и думала, потому что, условно, ребята отработали прошлый год, отработали тот же декабрь, увидели, что в январе, феврале, марте начались жесткие уже просадки, что все не очень хорошо, и, например, такие, все, окей, мы готовы продаваться, да, то есть, если вот исходить из этой вот мысленной цепочки, я бы тоже, например, в следующем году, если бы что-то пошло не так, я бы сказал об этом, там, не знаю, не раньше, чем, не знаю, январь-февраль месяц. То есть я бы посмотрел продажи декабря и начал делать решения. Так что в этом году мы вас ждем, мы все еще на плаву, и у нас постоянно пополняется ассортимент точечными товарами. Что значит точечными товарами? Это то, на что действительно есть спрос, это то, что ликвидно на рынке. И, то есть, если я купил эту камеру, я всегда знаю, что она в рынке ценится, она не подешевеет через месяц, через полгода, да, то есть, что эта камера стоит того.
Это очень важный момент, и поэтому у нас в магазине в основном продаются именно такие товары, которые, ну, не куски говна пластмассовые, да, которые там какой-нибудь Unittcam раньше продавал там вместо 500 рублей за 10 тысяч. То есть, если у нас продается камера не знаю, за 5 тысяч, значит, она и стоит примерно 5 тысяч. Рыночная ее средняя цена, если вот в совокупе посчитать всех продавцов, сложить и вычесть, да, или, ну, и разделить на всех. Вот, у нас как бы всегда мы стараемся быть в рынке и задаем вот этот, ну, уже, наверное, не задаем тренд, но мы пытаемся как бы сделать так, чтобы наши покупатели не были обмануты этой покупкой. То есть, чтобы эта покупка была хорошей, если это пленочная камера, то это со стеклянной линзой, если цифровая камера, это то, что реально нормально фотографирует, а не разваливается у тебя в руках, да, и на следующий день у нее не будет ошибки объектива. Вот. То есть стараемся все еще соответствовать рынку, задавать какой-то тон качества, что ли. Ну, можно так, наверное, сказать. Вот. Что, выпуск заканчивается. Когда мы с вами увидимся, вы спросите. И сейчас середина мая. Ну, я думаю, что, возможно, после лета подведем какие-то итоги. Посмотрим там в каком-нибудь грустном октябре, когда я буду плакать в подушку, что нет продаж. И я подготовлю выпуск, скажу, что будем ждать в декабре, что произошло за лето. А вы понимаете, события очень быстро меняются и в экономическом, и в политическом, и в бизнесовом плане. Вот, как раз будет что подумать, что обсудить. Пишем в комментариях спасибо за урок дядя Леня, за бизнес-подсказки, за бизнес-инсайты. Вот, снимайте на пленку, балуйтесь цифрой, не забывайте про Вандерфото. С вами был Леонид. Чао. Не забудь подписаться на наш телеграм-канал. Там очень много интересной и, конечно же, актуальной информации про мир аналоговой фотографии, акции и скидки от нашего магазина Вандерфото. Конечно же, мы делимся фотографиями наших подписчиков, а также там вы найдете ссылку на наш пленочный чат Вандерфото, где вы можете задать различные вопросы, пообщаться с коллегами и поделиться фотографиями.